Витаю вас! По многочисленным скриншотам от Веласкеса, картодела игры, кажется, будто в обновлении будет добавлено очень много карт. Но на деле это не совсем так. Банально потому, что большинство, казалось бы, новых карт являются реворками текущих, существующих. А если быть точнее, то 10 переработанных карт из текущей версии игры и 3 совершенно новых. Так что давайте разберем их все по порядку, от самых первых до последних работ Веласкеса. Но перед этим хочу сказать, что у нашего картодела весьма интересный подход к созданию карт. Вот, казалось бы, реворки карты значит их усовершенствование, полировку и небольшое переосмысление ключевых моментов в структуре. Но, к сожалению или к счастью, Веласкес не изменяет карту поверх текущей ее версии, а тотально перерабатывает ее, оставляя нетронутым разве что местоположение, вайб и саму идею какой-либо карты. Но и тут есть свои исключения. А все остальные аспекты тупо под ноль, дабы соответствовать новым геймплейным правилам BattleBeat и исправить ключевые проблемы текущих карт в игре. А в основном это сейф-зоны, размеры карт, границы, точки интереса и прочее. Карты, которые не получили реворка, все равно имеют свои небольшие доработки в виде маленьких визуальных и геймплейных изменений. А еще не забывайте, что в обновлении освещения карты будет меняться каждый раунд, так что вам будет менее скучнее играть на них. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и зайти в мой дискордик. Это важно. Самый первый реворк из всех карт получил именно Вакистан. И о нем я делал видос, который не советую вам смотреть. Из ключевых геймплейных изменений мост увеличен в 2 раза, как в длину, так и в ширину. И все так же остается в центре карты. А вот уже трасса проходит через всю ее длину. Если раньше под мостом был еще один мостик, то в реворке его расширили в разы. Так что бои будут происходить не только на самом мосту, но и под ним. Речку убрали и даже никаких озер не оставили. А значит, водного транспорта на новом Вакистане мы не увидим. Зато добавили китайскую стену, которая проходит через всю ширину карты. Она расположена на некой горе, так что даже находясь на трассе или же на мосту, она все равно будет закрывать вам обзор на другую половину Вакистана. Единственный возможный проход через стену без ее же разрушения вы сможете осуществить с помощью контрольно-пропускного пункта, 2 дорог, которые проходят сквозь стену, и веревки. Больше никак. Сама карта неплохо так уменьшилась за счет удаления той же реки и зоны леса. Следовательно, и снайперам будет тяжелее играть. Веласкес им всю жизнь испортил в принципе, ведь деревья на новом Вакистане расположены повсюду. Да, не в таком большом количестве, как было раньше, но факт остается фактом. Не забываем, что Вакистан это горная карта, и ландшафт тут достаточно разнообразный и резкий. В плане точек захвата, то их увеличили на целую одну. Да, если раньше внимание было уделено 2 главным точкам на Вакистане, то сейчас это только одна. Однако есть побочные точки, которые тоже будут время от времени захватывать. Итак, пока я делал видос, я заметил, что почему-то на Вакистане целых 2 лайаута с разным положением точек захвата на одном и том же режиме. Conquest 127 на 127. Я спросил у Веласкеса, что это вообще такое, и оказалось, что теперь некоторые карты будут иметь целых 2 варианта положения целей. На бумаге это звучит, конечно, неплохо, но как к этому будут привыкать игроки – загадка. То есть у вас есть выбор между файтом на мосту и файтах на всяких предприятиях среди леса. Дополнительно на Вакистане будет 2 транспортных и 1 боевой вертолет у каждой команды. Раньше был лишь 1 транспортный и 1 боевой по центру карты. Также будет 2 танка и 3 БТР вместо никаких танков и целого 1 БТР. Райвер. Наверное, самый скучный реворк из всех реворков в плане информации. Ибо, как сказал Веласкес, карта получила экспериментальное нововведение, которое требует тестировки. То есть реворк не будет завершен до тех пор, пока игроки саму карту не протестируют. И что самое интересное, эти экспериментальные изменения являются полной переработкой карты. Я к тому, что в далеком июле 2024 года Веласкес сделал опрос про структуру реворка Райвер, где выиграл вариант С. Вот только новая структура карты не сходится с вариантами из концепта от слова совсем, что, как по мне, весьма странно. В общем, Веласкес сказал, что скорее всего поменяет этот реворк, поскольку иметь точку А с множеством зданий, в которых враги смогут спрятать ралик, вместе с точками Е и F, которые гораздо легче защитить, такая себе затея. Ну и к тому же он хочет сделать водный транспорт более полезным и ключевым на этой карте, что вполне логично. Короче, текущий вид карты отстойный, и он выглядит очень странно в плане структуры. Надеюсь, его поменяют в лучшую сторону. Sandy Sunset.
Самая популярная и знаменитая карта во всем BattleBit Remastered. Биом, в котором находится игра, никак не изменился, что весьма удивительно видеть в реворках Веласкеса. Играбельная зона карты уменьшилась 1,5 раза, и сейф-зоны были сдвинуты подальше от точек, чтобы никакие снайпера и танки с БТР не могли кемпить на спавне, делая миллион киллов. Сама структура карты чуточку асимметрична, где фокус в основном будет направлен на непосредственно город и ближайшие точки к нему. Ну и точек захвата стало 7 вместо 6. Причина кроется в уменьшении дистанции между ними и для более хорошей динамики боя. Точки B, C, E и F созданы специально для динамичных и тактических боев, где снайпера будут активно мониторить внешние объекты. Точка D предоставляет собой самую важную точку для захвата, поскольку она будет давать вам доступ ко всей остальной карте. Однако защищать ее будет достаточно сложно, так как она уязвима со всех сторон. Также на карте будет здание с доступом лишь на последние и первые 2 этажа. В целом, точно такие же здания будут и на всех остальных переработанных или новых картах в обновлении. Причиной этому стало то, что сейчас на картах есть очень большое количество окон, которые вам придется прочекать, чтобы не быть убитым. В основном это относится к таким картам, как Sandy Sunset, Frugis и Lenovo. Однако подобные здания, как я уже и сказал, появятся если не на каждой, то почти на каждой карте. Самые высокие здания на Sandy Sunset будут находиться именно в центре города и будут убывать в своей высоте до его границ. Также на карте будут подземные переходы, дабы быстрее и почти беспрепятственно перебегать открытые места. Сам Сэндикс станет менее пустынным и более озелененным с весьма неплохим количеством деревьев. Ну и индустриальную зону добавили вместе с рельсами для более уникального геймплея. Валей. Одна из карт, на которой мы играли на плейтесте. Проблемы текущего Валей заключались в длинных дистанциях между точками захвата, кемперстве танков и БТР около баз, а также огромной играбельной зоной, которая использовалась лишь снайперами. Все эти проблемы в переработанном Валей были адресованы и исправлены. Структура карты будет параллельной, да и сама карта будет больше похожа на атомную электростанцию, чем на ПКТ с градирней. Точек захвата стало 6 вместо 5, дабы файты происходили чаще и беготни было меньше. Верхние точки Е, Д и Б будут ориентированы на дальние снайперские файты и бои с техникой. Точки F, C и А специально сделаны под геймплей на короткие и средние дистанции. А еще добавили речку, однако я не помню, есть ли там водный транспорт. Ландшафт на карте подровняли, так что теперь Валей не является особо горной картой. Однако ландшафт разнообразен, и за ним можно прятаться, чего не скажешь про другие карты. Эдуардова. Сам вайб карты остался прежним, какой-то ПКТ где-то в странах СНГ. Однако само настроение понизилось, ибо теперь это не просто деревенька фиг пойми где, а целая индустриальная зона во время боевых действий. На карте не только есть окопы, но и очень много разрушенных зданий, что идеально передает вайбик BattleBit. Говоря о структуре, речка стала более важным компонентом карты, поскольку перерезает Эдуардова в соотношении 70/30. Болото уменьшилось несколько раз и не имеет собственной точки, разве что для более успешной атаки на точку А. Ну а все остальные точки находятся в центре ПГТ, и ничего более интересного о них я рассказать не могу. Construction. Очередная карта с рекой и железной дорогой. Из ключевых изменений карта увеличилась в своих размерах на целых 2 раза и перестала быть зеркальной, делая ее более интересной в геймплейном плане. Ну и разумеется, БТР, танки и вертолеты станут доступными. Весь Construction состоит из небольших лесов и кучи сооружений, 2 из которых будут предоставлять вид на абсолютно всю карту. Однако не сыте, снайпера там если и будут шастать, то очень редко, поскольку танки и БТРы в сейф-зонах смогут легко отстреливать крыши. А на всю остальную карту у них не будет обзора, пока они не уедут из этой же сейф-зоны. В некоторых режимах игры самые ближние точки к сейф-зонам обеих команд будут автоматически захвачены. Противники, конечно, их могут захватить, но спавниться там не будет возможности.
Ну а еще на карте есть краны, у которых нет лестниц. А если ты попробуешь туда залезть через веревку, то вероятно отлетишь за первые минуты игры, поскольку эти краны разрушаемые. Ланова. Карта из постсоветского пространства перебралась в более новое постсоветское пространство, если можно так сказать. То есть, если раньше на карте были одни панельки с думерским вайбом, то теперь этот думерский вайб канул в лету, и на замену ему пришел модернизированный городок из России. Буквально. Точки захвата расположены параллельно друг другу, и всего их будет 6. А это порт, отдел полиции, новый район, торговый центр, больница и стадион. Сверху и снизу карты располагается река, и да, здесь будет водный транспорт. Некоторые дома на обновленном Ланово будут иметь подвалы с несколькими выходами, вместо 2 выходов, как это было на текущей версии карты. Ну и как обычно, большинство этажей в зданиях тупо заблокированы, делая геймплей на карте типичными уличными боями, что, если честно, мне прям в кайф. Самое интересное будет происходить, конечно же, на главной дороге, где будут самые эпичные стычки танков и пехоты. Ну и будет несколько канализационных проходов для более безопасного перемещения с позиции на позицию, не перебегая дорогу. Айл. Еще один скучный реворк. Теперь Айл это, грубо говоря, один большой остров, где бункер перенесли чуточку левее. На точке С, в свою очередь, располагается ядерный реактор, который питает радар, ну то есть точку Д. И он также частично скрыт в земле для защиты от вертолетов. Судя по всему, на береговой линии будут спавниться танки, если вы захватите эти точки. И к тому же, вдоль этих же береговых линий будут дополнительные бункеры и траншеи. Точки Б и Е имеют военные сооружения, на которых будет укрытие в виде стен Хеска. А еще ландшафт будет играть не последнюю роль. Он весьма разнообразный и крутой. Бункер точки Д будет весьма простым для понимания. Подпивасы ценят, я думаю. Цифры значат положение выходов из бункера. А еще в него сможет пробраться техника и даже залететь вертолет. Интересно, как этим воспользуются игроки. Веласкес описывает этот реворк следующим образом. Если вы любите ближние дистанции, вам в бункер. Если же вы любите средние и дальние файты, вам на поверхность. В целом вся карта весьма открытая, и чисто на бумаге, мне кажется, она будет так себе играться. Количество сосал стало меньше по сравнению с текущим Айл, а на каждой из 4 вышек можно будет залезть, что даст вам идеальный вид на всю карту. Салхан. Весьма интересный реворк, в котором, вы не поверите, сохранился вайб этой карты. Во-первых, больше не будет пробок на спавнах из-за того, что в центр карты можно будет пробраться разными путями. Во-вторых, вы больше не сможете кемперить на спавне, будучи снайпером или типичным любителем транспорта, поскольку буферная зона между спавном и точками увеличилась, и ландшафт был изначально создан с этим учетом. Ну и напоследок, дистанция между точками увеличилась, когда, как на других картах, она обычно наоборот уменьшается. На точке А у нас располагается авторазборка, на точке Б рынок, под которым будут каналы для более безопасного перемещения между всеми точками на карте. А еще вы под дорогой сможете прятаться. На точке С телестанция, которая обеспечивает полный контроль над берегом реки. На точке Д промышленная зона, точка Е это железнодорожное депо, под которым будет подземный участок, где можно будет захватывать точку. И напоследок точка F это мечеть, которая находится на самой высокой точке города. Оттуда будет видно главную дорогу до спавна США. Что самое печальное, на реворке речка так и останется бесполезной. Просто потому, что туда все так же не добавили какие-нибудь мини-укрытия, чтобы от снайперов защищаться. Однако вдоль берега реки будет небольшое пространство для пехоты. Хоть что-то. Прогнивший город Фругис.
На момент создания этого видеоролика карта все еще не завершена, однако она уже близка к этому. Забавно, что сама структура карты менялась целых 3 раза, из-за чего мне было очень тяжело понять ее конечную планировку. Точки А, Б и С находятся под землей, то бишь метро. Точки Д, Е и Ф это банк, парк и музей соответственно, которые находятся на поверхности. Начну свой рассказ с метро, поскольку это первое, что Веласкес вообще изменил в реворке. Он будет максимально прямолинейным и будет в 2 раза больше как в длину, так и в ширину текущего метро на Фругисе. Вся его структура у вас на экранах. Слева будет двухполосная железная дорожная ветка, посередине широкая платформа, чуть правее еще одна двухполосная ветка, но уже с небольшой платформой, и справа от нее еще одна платформа. Важно подметить, что широкие платформы протягиваются не на все метро, а лишь на точках захвата. Между ними есть небольшие туннели, которые связывают их друг с другом. Итого у нас будет примерно 4 выходов из каждой станции вместо 2-3, которые были в текущем Фругисе. При этом выходов на поверхность у нас целых 6 штук. Да, метро имеет 2 этажа. Первый этаж это хаб с зоной захвата, а второй этаж это непосредственно метро, в котором у вас есть возможность контролировать точку. Что именно это значит, я не знаю. Точка А и С будут идентичными, но вторая будет чуточку разрушена. Точка Б находится ровно под рекой, и у каждой из сторон будет возможность зайти в метро через подземки, которые расположены недалеко от воды. Грубо говоря, это вся информация, которая у нас имеется. Но разве что под банком будет хранилище, в котором, как я понимаю, вы сможете захватывать точку. И сами по себе точки захвата расположены явно правее центра карты. Веласкес объяснил это тем, что слева, на точке Е, в основном будут бои между техникой, а с правой стороны карты короткие и средние перестрелки пехоты. На этом реворки им закончились. Но не забывайте, что обновлением нам Веласкес предоставит целые 3 новые карты. И о них информации как кот наплакал. Больше всего инфы мы знаем о карте Aftermath. Это своеобразный реворк старого на Mac в виде новой карты. Поскольку игроки его очень любили, однако поиграть на нем уже никак нельзя, кроме серверов сообщества. Банально потому, что карту переделали почти 3 года назад. В общем, если перевернуть карту, то ее структура отдаленно напоминает старый NMAC, но вот визуал карты поменялся полностью. Якобы это тот же городок, что и был ранее, но только по нему прошелся нехилый землетрус, отчего вся карта стала такой разбитой и грязной. Aftermath все так же размером 500 на 500 метров, и у каждой команды будет по 2 точки спавна, чтобы предотвратить спаун-кемпинг, если одна команда будет доминировать над другой. Точка А это торговый центр, точка Б это эпицентр, точка С надземный пешеходный переход, точка Д это офис и точка Е строительная площадка. А еще на карте не будет канализации, ну или же подземного перехода. Карта Пикс это вот такая прикольная горная карта, у которой смешные границы. В целом инфа окончена. На точке С расположен бункер с целыми 7 выходами. Внутри бункера также есть план, чтобы вы наверняка не потерялись. Что еще забавнее, эта карта разрабатывалась еще с 2020 года, но так никогда и не была выпущена на свет. До момента, пока не вышла обнова. Точнее, пока не выйдет обнова. Так что считайте, что это уже 3-я версия карты. Про карту Меза мне тоже лень рассказывать. Мы играли на ней на плейтесте ровно 4 месяца назад, и это что-то типа Black Mesa из Half-Life 1. Просто городочек, который находится в Аризоне. Сама карта 2 на 2 километра и имеет целых 6 точек захвата. В центре карты расположен город с огромной канализацией, ну или же как это называется. А за его пределами частные дома и горы Аризоны. Еще один и в принципе последний интересный факт. Изначально Меза должна была выйти под релиз игры в ранний доступ, но так и не была выпущена, потому что Веласкес посчитал ее скучной, неинтересной и в целом недоработанной, что только к лучшему. Не хватало нам еще одной ужасной карты наравне с Sandy Sunset. А на этом, в принципе, все. После завершения реворка Фругиса, Веласкес, вероятно, начнет работу над еще одной новой картой. Он, если что, на протяжении 1,5 года делал одни лишь реворки, и вот, походу, настанет время новой карты. Это может быть какой-нибудь Кишлан, Project Apex или Jasper Range. Это я озвучил те карты, которые неоднократно были упомянуты в самой игре, однако инфы о них очень мало, поскольку это такие тайные карты Веласкеса. А еще он делал карту о Фуре.